В Вашингтоне сегодня ожидается событие, которое уже называют историческим для Южного Кавказа. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа подпишут рамочное соглашение о мире. Это не просто очередная встреча на высшем уровне. По сути, речь идет о формировании новой политической и экономической архитектуры региона, способной изменить баланс сил на десятилетия вперед. Переговоры между двумя странами шли долгие годы, зачастую переходя в тупиковые ситуации, и лишь активное вмешательство американской стороны, обладающей значительным политическим и экономическим влиянием, стало тем финальным толчком, который позволил зафиксировать достигнутые договоренности на официальном уровне. Главным элементом этих соглашений станет создание нового транзитного маршрута, получившего символичное название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» – TRIP – Trump Route for International Peace and Prosperity. Этот проект предусматривает соединение основной территории Азербайджана с его эксклавом Нахидживаном через южные территории Армении. Важно понимать, что проект TRIP выходит далеко за рамки традиционного транспортного коридора. Речь идет о комплексной инфраструктурной системе, которая объединит в себе не только автодороги и железнодорожные линии, но и современные линии электропередач, нефтегазопроводы, а также высокоскоростные цифровые коммуникационные сети. Такой масштабный проект станет фундаментом для создания интегрированной транспортно-энергетической системы, способной связать Южный Кавказ с европейскими и азиатскими рынками, а также обеспечить стратегическую устойчивость региона. Особое значение имеет правовой и юридический статус маршрута. Он будет функционировать исключительно в рамках армянского законодательства и под юрисдикцией Республики Армения, что отражает серьезные опасения региональных акторов относительно вопросов суверенитета и территориальной целостности. Вопреки некоторым ожиданиям, США не станут единоличными владельцами или управляющими инфраструктурой. Вместо этого будет создано совместное армяно-американское предприятие, ответственное за строительство, эксплуатацию и развитие транспортной и энергетической сети. При этом основные инвестиции поступят со стороны американских фондов и корпораций, что позволит привлечь передовые технологии и гарантировать финансовую устойчивость проекта, сохраняя при этом полный контроль Армении над своей территорией и обеспечивая прозрачность управления. Начало реализации инициативы будет ознаменовано подписанием министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым документа о совместном выходе из Минской группы ОБСЕ, формата, который с начала 90-х годов занимался посредничеством в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Этот шаг символизирует фактическое закрытие одного из самых продолжительных и часто критикуемых дипломатических механизмов постсоветского пространства. После этого Пашинян и Трамп утвердят соглашение о создании консорциума, который будет отвечать за развитие программы TRIP, а также подпишут рамочный мирный документ, закрепляющий 17 ключевых статей будущего мирного договора, исключающих любые варианты последующего пересмотра или корректировок. Американские представители подчеркивают, что проект TRIP носит сугубо коммерческий характер и не содержит военной составляющей. Вашингтон не планирует размещать на маршруте военные контингенты, однако возьмет на себя обеспечение безопасности инфраструктуры через контракты с международными частными операторами безопасности и специализированными организациями. Эта стратегия направлена на предотвращение военных инцидентов и сохранение устойчивого функционирования маршрута, который станет частью модернизированного среднего коридора, транспортно-энергетической магистрали, связывающей Южный Кавказ с Европой и Средней Азией, обходя традиционные маршруты, контролируемые Россией и Ираном. Такое переосмысление геополитической карты транспортных связей обусловлено стремлением США минимизировать влияние своих конкурентов в регионе и усилить свое экономическое и политическое присутствие. Армянские власти проводят параллели с уже существующими концессионными проектами, такими как управление южно-кавказскими железными дорогами или эксплуатация аэропорта Звартноц. Однако масштаб инвестиций и потенциальный экономический эффект TRIP значительно превосходят эти инициативы. Проект рассматривается как стратегический инструмент,
который может превратить Армению в ключевой транспортно-энергетический узел региона, обеспечивающий стабильные финансовые потоки, создание рабочих мест и снижение уровня политической напряженности через взаимозависимость с Азербайджаном. Подписание мирного соглашения в Белом доме – это не только юридический акт, но и символ глобальной политической перестройки. Этот шаг рассматривается как часть более масштабной стратегии, известной в экспертных кругах как «Авраамовы соглашения 2.0». Идея состоит в том, чтобы интегрировать Азербайджан в региональную систему альянсов, где ключевыми игроками выступают страны, поддерживающие тесное сотрудничество с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Такая модель направлена на обеспечение долгосрочной стабильности Южного Кавказа, а также создание новых экономических и политических связей, которые позволят вывести регион из состояния постоянного конфликта. Для США это шанс закрепить за собой роль архитектора нового регионального порядка, обеспечивая надежные цепочки поставок и транспортные маршруты, обходящие Россию и Китай, а также усиливая свое влияние на Каспийском и Черноморском направлениях. Политические оценки данного события варьируются от восторженных до крайне скептических. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили охарактеризовал предстоящую встречу как «День освобождения Кавказа от российского влияния», отмечая, что Москва теряет контроль сразу над двумя из трех ключевых стран региона. Представитель ООН Фархан Хак подтвердил, что организация поддерживает любые инициативы, направленные на нормализацию отношений между Ереваном и Баку, рассматривая их как шаг к устойчивому миру. Американский конгрессмен Джо Уилсон публично поздравил Дональда Трампа, заявив, что тот не только установил мир, но и обеспечил США стратегический транзитный коридор, подчеркивая важность проекта для долгосрочных американских интересов. Однако, несмотря на общую позитивную риторику, сохраняется серьезный скепсис и настороженность. В Баку депутат парламента Расим Мусабеков заявил, что без окончательного решения вопроса о Зангезурском коридоре, транспортном маршруте, соединяющем территорию Азербайджана с Нахичеванью через южные районы Армении, любые попытки реализации мирного соглашения обречены на провал. В Тегеране официальный представитель МИД предупредил, что Иран будет решительно противодействовать любым проектам, которые он воспримет как угрозу своим стратегическим интересам, особенно касающимся контроля над транспортными потоками и региональным влиянием. Российские эксперты отмечают, что такие инфраструктурные проекты могут существенно изменить баланс сил в регионе, снизив влияние Москвы и создавая пространство для усиления позиций Турции, США и других внешних игроков. Вместе с подписанием мирного соглашения в Вашингтоне были заключены важные энергетические договоренности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал меморандум о сотрудничестве между государственной нефтегазовой компанией «Сакар» и американской корпорацией ExxonMobil. Эта сделка дополнительно укрепляет экономическую ориентацию Баку на западные рынки и институции, закрепляя за США роль одного из главных бенефициаров региональных энергетических ресурсов и создавая предпосылки для долгосрочного стратегического партнерства. Особое внимание заслуживает реакция региональных держав, таких как Турция и Иран. Турция рассматривает укрепление связей с Азербайджаном и вовлечение в инфраструктурные проекты как инструмент усиления своего геополитического влияния в Южном Кавказе и сопредельных регионах. Анкара активно поддерживает идею расширения транспортных и энергетических коммуникаций, но одновременно стремится сохранить баланс, не допуская чрезмерного усиления американского присутствия. Иран же с опасением относится к любым попыткам обхода своих территорий в транспортных маршрутах, воспринимая такие инициативы как угрозу своему региональному статусу и безопасности, особенно в контексте конкуренции с США и их союзниками. Таким образом, подписание рамочного мирного соглашения и запуск проекта ТРИП могут стать отправной точкой в формировании новой архитектуры Южного Кавказа, в которой переплетутся экономические, инфраструктурные и геополитические интересы сразу нескольких ключевых игроков. Сторонники проекта утверждают, что он способен трансформировать регион из долгосрочной зоны конфликтов и нестабильности в стратегический транспортно-энергетический узел мирового значения, открывающий новые возможности для развития и сотрудничества.
Однако критики и скептики напоминают, что успешная реализация этой инициативы будет зависеть не только от подписанных бумаг, но и от политической воли, готовности всех участников соблюдать договоренности, а также способности противостоять внешним вызовам и внутренним противоречиям, которые неизбежно возникнут на пути к миру и процветанию Южного Кавказа. Постскриптум. Трамп на своем странице Truth Social заявил, что 8 августа в Белом доме пройдет церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. С нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном завтра в Белом доме на историческом саммите мира. Эти две страны находились в состоянии войны на протяжении многих лет, что привело к гибели тысяч людей. Многие мировые лидеры пытались положить конец этому конфликту, но безуспешно до сих пор. И теперь, благодаря усилиям администрации Трампа, это стало возможным. Моя администрация уже продолжительное время ведет активную работу с обеими сторонами. Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения. Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами о развитии экономического сотрудничества, чтобы в полной мере раскрыть потенциал региона Южного Кавказа. Я горжусь мужеством этих лидеров, которые делают правильный выбор ради благополучия народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира. До встречи. Дональд Джон Трамп. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.